Ассоциация домовладельцев, в которой я состою, слишком переусердствует со своими правилами. Автор истории с Reddit No Sleep – Man Dark. Нечистые духи. Ужасающие истории. Книга от автора рассказа, ссылку на которую ты найдешь в комментариях. На этот раз у полицейских не было другого выбора, кроме как принять наше заявление. Я наблюдал, как они оформляют документы, отказываясь переодеваться в чистую одежду, пока они этого не сделают. Офицер Гордоки извинился за то, что не воспринял наш вызов прошлой ночью всерьез и пообещал разобраться во всем этом. Он заверил нас, что ночью район будет патрулировать машина, и что они немедленно подъедут, если что-то пойдет не так. В это время его напарник попытался увести меня в сторону, чтобы еще раз предупредить о правилах. Я взорвался. «Просто выполняйте свою работу, офицер Шмидт. Большое вам спасибо. Лучше выясните, кто это делает, вместо того, чтобы пытаться напугать меня и мою жену своими дурацкими байками, ладно?» Он выглядел ошеломленным. «Я просто пытаюсь помочь». Я поднял руку, чтобы оборвать его, и заметил, что она все еще дрожит. «Не надо, или я напишу заявление и на вас. Мы и так напуганы, нам не нужно, чтобы вы подливали масло в огонь этой ерундой». Он попытался что-то сказать, но Гордоки остановил его, бросив на него раздраженный взгляд. «Эй, хватит. У нас тут все. Двое полицейских включили разбрызгиватели, собрали в бутылку образцы крови, которая теперь пропитывала газон, и уехали сразу после завершения оформления документов. Прежде чем войти в дом, я разделся и выжал свою мокрую одежду так сильно, как только мог. Рабия отказывалась даже смотреть на меня. Я решил, что поговорю с ней после того, как приведу себя в порядок, и поэтому сразу направился в душ на 2-м этаже. Когда я вернулся, то увидел Рабию, поспешно бросающую одежду Абиды в маленький чемодан. «Что ты делаешь?» – спросил я. «Ухожу». «Уходишь?» «Да», – пробормотала она. «Ты же не думаешь, что я позволю своей дочери находиться здесь после такого?» «Мы говорили об этом вчера». «Нет», – отрезала она. «Ты говорил». «Я слушала, и с меня хватит слушать. Мы уезжаем, сейчас же». «Подожди, Рабия», – сказал я, пытаясь встать у нее на пути. «Давай обсудим это». «Это было в нашем доме, Ирфан!» Она закричала. Ее голос дрогнул, когда она оттолкнула меня в сторону. «Это случилось в нашем доме снова! 2-ю ночь подряд! И ты все еще не знаешь, как эта тварь попала внутрь! Оставаться здесь – безумие! Просто безумие!» «Все под контролем», – сказал я. «Полиция приняла заявление. Мы разберемся с этим, ладно?» «Разберемся с чем?» – спросила она. Ее глаза расширились от раздражения. «Человек с козлиным лицом забирается в дом через запертые двери, а из разбрызгивателей хлещет кровь. Ты думаешь, полиция может помочь с этим? Они ничего не сделают. Это проделки дьявола». Я вздохнул. «Черт возьми, Рабия, ради всего святого». «Не ругайся на меня», – она сплюнула. «Ты знаешь, что я права. Ты видел это своими собственными глазами. Как ты можешь все еще стоять здесь и говорить, что всему происходящему есть логическое объяснение? Черт, Рабия! То, что мы не знаем, как этот урод пробирается внутрь, еще не значит, что это дьявол!» – ответил я, не совсем веря себе. Этот инцидент потряс меня до глубины души, позволив сомнениям и страху проскользнуть в мое сознание. «Призраков и дьявола не существует. Это делают люди, и я собираюсь их поймать. Я клянусь». «И ты сделаешь это в одиночку», – твердо заявила она. «Я больше ни секунды не проведу в этом проклятом доме. И куда же именно ты пойдешь? В мотель. Да куда угодно, подальше от этого места. Значит, ты убегаешь? Если это то, что нужно, чтобы защитить моего ребенка, тогда да, я убегу. Быстрее ветра», – ответила она. «И как долго ты собираешься бежать, Рабия?» – спросил я, стиснув зубы. «Мы бежим всю нашу жизнь. Половина детства Абиды прошла в бункерах и в кузовах грузовиков. Она не может продолжать жить жизнью беженки. Мы должны остепениться. Как долго ты собираешься заставлять ее жить без собственного дома?» «Столько, сколько потребуется», – сказала она в ответ. «Потому что, по крайней мере, так она будет жива». «Я не...» – она прервала меня. «Я не позволю тебе сделать это. Я не позволю тебе убить и ее тоже!» Она прокричала последнюю часть. У нее практически шла пена изо рта, когда она это сказала. Она ахнула, мгновенно пожалев о том, что выпалила, но было слишком поздно, ущерб был нанесен. Ее слова ранили глубоко, как нож мясника, вырезая куски из моей души. Я взглянул на нее, и слезы покатились по моему лицу. «Ты думаешь, это моя вина, что наш сын мертв?» «Я не имела в виду, что...» – поспешно сказала она. «Я не...» Мне стало трудно дышать. Казалось, что стены вот-вот сомкнутся и прихлопнут меня, как комара.
Я отмахнулся от нее и вышел из комнаты с застилающими глаза слезами. Похлипывая и тихо рыдая, я, спотыкаясь, спустился по лестнице и вышел из дома, прежде чем рухнуть на порог и заплакать, как ребенок. Я плакал от обрушившегося на меня горя. Я плакал о своем сыне. Плакал от беспомощности, которую ощущал из-за того, что не мог защитить свою семью. Плакал, пока не пришла моя жена и не села рядом со мной, чтобы обнять меня. Она обнимала меня и гладила по спине, пока я бормотал какую-то чушь о том, что хочу, чтобы она мне доверяла. Затем она отвела меня обратно наверх и была со мной, пока я не уснул. А я даже не осознавал, что со мной происходило. В ту ночь я хорошо выспался. Страх, отчаяние и гнев проиграли безнадежную борьбу с усталостью, и я смог немного отдохнуть. Было почти 10 часов утра, когда я проснулся. Я побежал вниз. Они все еще были там. Абида помогала матери распаковывать вещи. Мое сердце затрепетало, когда сильная волна благодарности и любви захлестнула меня буквально до дрожи. В тот день я сообщил на работу, что заболел, и пообещал вернуться, когда почувствую себя лучше. Мой босс отнесся к этому с пониманием и велел мне работать дома, пока я снова не поправлюсь. После того, как Абида оделась, мы отправились в ее новую школу. Мы надеялись, что она станет ее новой школой. У нее были очень хорошие шансы попасть туда, и это была первая хорошая новость, которую мы получили после 2 ужасных дней. Увидев взволнованную улыбку на лице моей дочери, когда она осматривала территорию школы, я забыл все те кошмары, что видел прошлой ночью. Во второй половине дня мне позвонил офицер Гордоки, который сказал мне, что пришли результаты анализа крови. Это была не человеческая кровь, она принадлежала животному, свинье. Тот, кто влил ее в нашу водопроводную систему, знал, что делал. Они знали, кто мы такие, каковы наши религиозные убеждения, и хотели запугать нас. Когда я рассказал об этом Рабии, она взбесилась и настояла на том, чтобы я убедился, что мы не нарушаем правила ТСЖ. Она одержимо перечитывала этот бессмысленный документ снова и снова. Весь день мы провели в суматохе, постоянно проверяя, чтобы все было в порядке. Мы перепроверили цвет, в который должен быть окрашен наш дом с утвержденным списком, убедились, что мусорные баки не там, где их не должно быть, они никогда там не стояли. Проверили замок в гараже, и я даже скосил газон, хотя этого и не требовалось. Я попытался объяснить Рабии, что мы соблюдали все правила, и что бы здесь ни происходило, это явно не имело никакого отношения ни к одному из них. Это только разозлило ее еще больше, и она стала еще более одержимой правилами. Она сама пошла навестить наших соседей и вернулась ни с чем. Она получила ничего, кроме «следуйте правилам». Если честно, я думаю, что где-то глубоко внутри я лгал себе, что, следуя правилам, я не просто был в безопасности или делал это ради Рабии, но я начинал верить, что наш ночной мучитель на самом деле мог быть монстром. Для меня было очень важно опровергнуть это раз и навсегда, и поэтому я заменил лампочку в подвале, готовясь к предстоящей ночи. Я собирался получить ответы так или иначе. Мы провели так остаток дня. Закончили обустраивать дом, рано поужинали и легли спать, посмотрев какой-то сериал на Netflix. Я сидел в комнате Абиды на стуле рядом с кроватью, ожидая, когда появятся незваные гости. Я поклялся себе, что по крайней мере выясню, как, черт возьми, он проник в дом, несмотря на запертые двери. И я в конце концов выяснил это. Но то, что я обнаружил, повергло меня в шок. Кошмар начался совсем скоро. Еще не было и полуночи, когда незваный гость объявил о своем присутствии. Звук был коротким, резким и ритмичным. Как будто что-то металлическое несколько раз ударило о стекло. Я сел прямо. Источник этого звука был где-то слева от меня. Я повернул шею, совсем чуть-чуть, и увидел его. Он был там, прижался к окну, постукивая рукой в перчатке по стеклу. Когда он увидел, что я смотрю на его козлиное лицо, он ускорил стук, пока не начал стучать в окно почти в маниакальном исступлении. Все мое тело дрожало от страха. «Двигайся, двигайся, двигайся!» – закричал я про себя, но страх полностью овладел моими чувствами. Этот ужас только усилился, когда он начал блеять. От этого звука моя кровь застыла в жилах. Это было так неестественно. Как могло какое-либо человеческое существо издавать такой звук? Была ли моя жена права? Неужели мы действительно столкнулись с чем-то сверхъестественным?
Он пробил окно и бросил что-то внутрь, и комнату начал заполнять дым, сопровождаемый резким шипением. Яростный кашель вырвался из моей груди, когда дым защипал мне глаза и заставил их слезиться. Он вздымался из этой единственной точки на полу, поднимаясь, пока не коснулся потолка, поэтому я упал и начал ползти к его источнику. В горле у меня все так пересохло, что каждый кашель царапал его и грозил сорвать кожу, а из глаз хлынула влага. Я игнорировал свой дискомфорт и продолжал ползти вперед, пока моя рука не обхватила эту штуку. Вещь была маленькой, цилиндрической формы и такой горячей, что обжигала мою кожу. Я поморщился, но поборол боль и выбросил дымовую гранату прямо на улицу. Вся комната была заполнена густыми клубами дыма, но пожарная сигнализация так и не сработала. Я встал, прислонившись к стене, чтобы не упасть, так как моя грудь продолжала сотрясаться от хриплого кашля. Добравшись до разбитого окна, я высунулся наружу и увидел его. Он был на лужайке, стоял неподвижно и смотрел на меня. Я выругался себе под нос, развернулся и побежал вниз по лестнице. Дымовая шашка повлияла на меня, но время еще было. Я мог поймать его, выяснить, кем он был. Я сбежал вниз по лестнице, повозился с ключами, распахнул дверь и, спотыкаясь, вышел на улицу. Черт, он исчез. Я обошел дом сбоку, нырнул под ветку дерева и пошарил вокруг, пока не нашел гильзу от дымовой гранаты, спрятанную под разросшимся корнем. Когда я осматривал ее, я почувствовал свет на своем лице. Я поднял глаза. Он стоял там, в комнате, из которой я только что сбежал, обрамленный дымом и светом, который он только что включил, чтобы привлечь мое внимание. Я замер, не совсем веря своим глазам. «Их двое», — сказал я себе. Конечно, их было двое. Как, черт возьми, это еще можно объяснить? Он никак не мог просто так переместиться отсюда с лужайки в спальню, ведь так? Эта маска была так чертовски устрашающей. Густые черные локоны контрастировали с сияющей белизной козлиного черепа. Эти изогнутые рога, источавшие злобу. Я вздрогнул. Он двинулся, исчезая в дыму и выводя меня из оцепенения, вызванного страхом. Я побежал обратно к входной двери дома, буквально прыгнув внутрь. Я появился как раз вовремя. Чтобы услышать, как захлопнулась дверь подвала. Я бросился к двери, отчаянно поворачивая ручку, но обнаружил, что она заперта. Черт возьми, что происходит? Я ничего не понимал, но знал, что найду ответ там, внизу. Прежде чем спуститься в подвал, я вернулся к входной двери и запер ее, а затем побежал наверх, чтобы проверить, как там Абида и Рабия. Они были в порядке, хотя и немного напуганы. Они еще не знали о дымовой гранате, так как большая часть дыма уже рассеялась. «Я думаю, что знаю, как они попадают внутрь», — сказал я Рабии. «У меня есть идея, и это единственное, что имеет хоть какой-то смысл». «О чем ты говоришь?» — спросила она. «Нет времени объяснять», — ответил я. «Позвони в полицию, я сейчас вернусь». Я не стал дожидаться ответа и бросился вниз по лестнице, остановившись только у двери в подвал. Я удивился тому факту, что все еще могу так быстро бегать в этом возрасте. Я покачал головой и отпер дверь. Я толкнул ее, но меня встретила зловещая тьма. Пришло время раскрыть секреты этого места. Я глубоко вздохнул, включил фонарик своего телефона и начал спускаться по шаткой деревянной лестнице. Я проскочил мимо старого рабочего стола и вышел в центр комнаты, прежде чем потянуть за шнур лампочки. Теплый свет с желтоватым оттенком залил комнату, и я немедленно начал поиск. Я разбросал старый хлам, покрытые пылью столы, коробки, полные детских игрушек, стопки старых книг и прочее, и продолжал топать по полу, поднимая при этом небольшие облачка пыли. Я не останавливался, пока не нашел то, что искал. Прямо за высоким шкафом с оторванной дверцей. Когда мой ботинок очередной раз врезался в пол, звук отозвался эхом. Под полом в этом месте была пустота, и я знал почему. Я опустился на колени, провел руками по грязной поверхности, пока мои пальцы не наткнулись на что-то маленькое и металлическое. Дрожащими руками я открыл крошечную защелку люка и заглянул вниз, в небольшой туннель, вырытый в полу моего дома. Правило номер 5. Любые структурные изменения в доме требуют одобрения ТСЖ.